Всем привет! Вы на канале Красота и Бисер. Сегодня у нас красивое украшение «Золотая волна». Замечательно сочетается бисер и бусины. Я долго подбирала бисер, пробовала несколько оттенков. Брала зеленый, брала золотой, белый. Но для сочетание этих бусин лучше всего подошел светло-коричневый. И если вы будете плести такое колье, я просто советую, для того чтобы хорошо смотрелась волна, делайте ее чуть-чуть на тон темнее, чем бусины, и тогда она будет хорошо выражена и хорошо смотреться. Колье также можно делать вокруг шейки одинаково из одних бусин. Но я решила украсить середину и немного изменила сам мотив, добавив бисера, и получилась тоже оригинальная серединка. Так что, если вам понравилось, приглашаю, подписывайтесь, кто не подписан, присоединяйтесь и приступим, выполним это колье. Для колье понадобится бусины 3 миллиметра. Я взяла желтые и прокрашенные внутри с золотинкой. Бусины 6 миллиметров золотистого цвета я взяла. И бисер. Вот такой номер. Светло-коричневый. Мононить черная. И плетение плетется в 2 иглы. Номер 12 и застежка. Берем 2 иголочки с нитью, находим середину нити, продеваем серединку в колечко и петелькой делаем узелок на кольце. На одну иглу одеваем 2 бисерины, бусина 3 миллиметра и 2 бисерины. И вторую иглу пропускаем через весь этот набор. То есть нам нужно одновременно пройти 2 иглами. Проводим колечко наш набор. И теперь на одну любую иглу набираем 1 бисеринку и вторую проходим в эту бисерину, делаем перекресток. Нам нужно, чтобы 2 нити выходили из бисерины в разные стороны. Вот так. Если плетение положить горизонтально, у нас 2 нити идут, одна вверх, а вторая вниз. И я буду делать набор бисерин и так и говорить: верхняя нить и нижняя нить. И вот теперь на верхнюю нить мы набираем бусина 3 миллиметра и бисеринка. А на нижнюю ниточку мы набираем 4 бисерины, бусина 6 миллиметров и 4 бисерины. И теперь нижнюю нить проводим в бисеринку возле бусины. Вот так. На верхнюю иглу набираем бисерина и бусина 3 миллиметра, а на нижнюю набираем 3 бисерины. И нижнюю иглу проводим в бусину 3 миллиметра. Вот так. На верхнюю иглу набираем 4 бисерины и бусина 3 миллиметра. А на нижнюю иглу набираем 1 бисеринку. И нижнюю иголочку проводим в бусину.
На верхнюю снова набираем 4 бисерины и бусина, а на нижнюю одну бисеринку. И проводим иглу в бусину. И еще один раз 4 бисерины и 1 бусина на верхнюю иглу и 1 бисеринка на нижнюю иглу. И также проводим иголочку в бусину 3 миллиметра. На верхнюю иглу набираем 2 бисерины, а на нижнюю иголочку набираем 3 бисеринки. И теперь нижнюю иглу проводим в последнюю бисеринку, вот так, верхней иглы. У нас закончился один мотив. С этого момента начинаем второй мотив. Мы набираем так же, как и набирали. На верхнюю иглу набираем бусина и 1 бисеринка. А на нижнюю иголочку набираем 4 бисерины, бусина 6 миллиметров и 4 бисерины. И нижнюю иглу проводим в бисеринку верхней иголочки. На верхнюю иглу набираем бисерина и бусина 3 миллиметра, а на нижнюю иглу набираем 3 бисерины. И проводим иголочку в бусину верхней иглы. У нас между бусинами 6 миллиметров, 4 бусины 3 миллиметра. И теперь вот у нас 1 бусина 3 миллиметра уже есть. Нам осталось сделать 3. И новый мотив, для того, чтобы он хорошо держался и вот так не рассоединялся, мы прикрепим к первому мотиву. Между каждыми бусинами 3 миллиметра у нас по 4 бисерины. Поэтому на верхнюю иглу я набираю 1 бисеринку и провожу иглу над первой бусиной во вторую из 4, если считать снизу. Вот так. Это будет у нас 2 бисерины. И набираем еще 2. И новую бусинку 3 миллиметра. То есть мы теперь на верхнюю иглу набираем 2 бисерины и 1 бусину 3 миллиметра. А на нижнюю иглу набираем 1 бисеринку и проводим нижнюю иглу в бусину 3 миллиметра. Снова на верхнюю иглу набираем 4 бисерины и бусина 3 миллиметра, а на нижнюю иглу 1 бисеринку. И также проводим иголочку в бусину 3 миллиметра. И последняя, 4-я бусинка в этом мотиве. Мы набираем на верхнюю иглу 4 бисерины и бусина 3 миллиметра, а на нижнюю иглу набираем 1 бисеринку и проводим иглу в бусину 3 миллиметра. Вот так.
На верхнюю иглу набираем 2 бисеринки, а на нижнюю 3. И нижнюю иглу проводим в последнюю бисеринку верхней иглы. Вот так. И у нас закончен еще один мотив. Начинаем новый мотив. Набираем на верхнюю иглу бусина 3 мм и бисеринка. А на нижнюю иглу набираем 4 бисерины, бусина 6 мм и 4 бисеринки. И проводим иглу в бисеринку верхней иголочки. На верхнюю иглу набираем бисерина и бусина 3 мм, а на нижнюю иглу набираем 3 бисерины. И проводим нижнюю иглу в бусину верхней иголочки. Вот так. И у нас есть первая бусинка уже новой волны. И теперь не забываем 2 мотива соединить вместе. На верхнюю иглу набираем 1 бисерину и проводим иголочку во вторую бисеринку над первой бусиной, если считать снизу предыдущего мотива. Вот так. Теперь набираем на эту же верхнюю иглу 2 бисерины и бусину 3 мм. А на нижнюю иглу набираем 1 бисеринку и проводим нижнюю иглу в бусину 3 мм верхней иголочки. И у нас мотивы соединены. И в новой волне нового мотива у нас уже 2 бусины. Теперь набираем снова 4 бисерины на верхнюю, бусина 3 мм, а на нижнюю 1 бисеринку. И делаем перекресток в бусине 3 мм. И так продолжаем чередовать и низать мотивы до необходимой длины. Я повторила мотив несколько раз, и у меня получилось до середины 16 бусин 6 мм. И в последнем мотиве, когда я его заканчивала, я в последней волне сделала не 4, а 6 бусин 3 мм. И вот я подхожу к 17 бусине. Это будет у меня середина. И на верхнюю иглу я набираю бусина 3 мм и бисеринка. А на нижнюю иглу я набираю 4 бисерины, бусина 6 мм и 10 бисерин. Подвожу я к плетению наш набор и возвращаюсь в 4-ю бисеринку от края. Делаю отделочный крестик. Вот так. На эту же иглу набираем 6 бисерин и проходим нею в бусину с этой стороны. И у нас вот так, когда повернем, получается, возле этой бусины будет отделка. На эту же иголочку набираем 4 бисеринки и проходим теперь уже в верхнюю иглу, в бисерину после бусины.
Верхней иглой проходим теперь в бусину 3 миллиметра, в бисерину, которая была перекрестком из предыдущего мотива, и в 2 бисеринки из 4 возле бусины. Вот так. На эту же иглу набираем 7 бисерин. Я вот так поверну, чтобы хорошо было видно. И пропускаем 2 бисерины из 6, которые мы набирали. И проходим в 4 бисеринки до крестика. Пропускаем крестик и проходим в 4 бисеринки после крестика. Вот так. Теперь с этой стороны набираем 7 бисерин, 2 пропускаем из 4, проходим в 2 и в бисеринку, которая была перекрестком. Вот так. Верхнюю ниточку мы пока оставим, а нижнюю, которая выходит из бисерины перекрестка, мы опускаемся вниз на 4 бисеринки возле бусины. Вот так. Теперь набираем 1 бисерину и проходим ниже по бисеринкам вот в 2 и затем 4 до крестика. Поворачиваем, проходим с этой стороны 4 бисерины. Теперь в 2 бисерины поднимаемся наверх около бусины. Добавляем 1 бисеринку и проходим в 4 бисерины возле бусины с этой стороны. И в бисерину можно сразу перекресток. Вот так. Продолжаем движение этой иглой. Проходим в бусину 3 миллиметра и возвращаемся в бисеринку, из которой мы начинали. Вот так. И мы оформили оригинально бусину, и у нас также иглы выходят из бисерины возле бусины. И начинаем новый мотив. На нижнюю нить мы берем 3 бисерины, а на верхнюю нить мы берем бисеринку и бусину. И делаем перекресток в бусине. Вот так. На верхнюю иголочку мы набираем 1 бисеринку, проходим во вторую из 4 бисерин возле последней бусины предыдущего мотива. Набираем 2 бисерины и бусину 3 миллиметра. А на нижнюю иглу мы набираем 1 бисеринку. И в бусине 3 миллиметра делаем перекресток. И у нас соединенные 2 мотива будут теперь посередине. И теперь, как мы и набирали
Набираем на верхнюю 4 бисерины и бусину 3 миллиметра, а на нижнюю 1 бисеринку. И так как у нас в последней перед этим волне было 6 бусин, здесь тоже сделаем 6 и будем продолжать дальше после середины по 4. И сделаем также 16 бусин, как и с этой стороны. И колье будет готово. И когда обе стороны одинаковые, можно прикрепить вторую часть застежки. Вторую часть мы прикрепим так же, как и начинали. То есть у нас от застежки шло 2 бисеринки, бусина 3 миллиметра и 2 бисеринки. И здесь также вот мы прикрепили последнюю бусину. И теперь на одну иглу я набираю 2 бисерины, бусина 3 миллиметра и 2 бисерины. Теперь одеваю карабин с кольцом и возвращаюсь в этот же набор. Вот так. И застежка будет прикреплена. Второй иглой я пройду также по этому набору. И тогда можно протянуть ниточки между бисеринами, завязать узелки и обрезать нитки. И колье будет готово. Если вам понравилось колье, присоединяйтесь, приглашаю, кто не подписан. И благодарю всех, кто был со мной. До встречи в новом видео.